Привет, друзья! Вернемся сегодня и продолжим нашу карьеру за Минское Динамо в высшем дивизионе Советского Союза. И сыграем мы сегодня, наверное, с Александрией и Ворскла. Александрия, Ворскла, Полтава. По идее, по логике, исходя из того, как оно все есть и как должно быть, предполагаю, что мы должны набрать очки. В идеале 6. По факту 4 тоже было бы норм. Надо вылазить отсюда. Это наши прямые явно будут соперники по зоне вылета. Вот примерно, я думаю, до сюда, до Краснодара. Все команды будут биться за то, чтобы сюда вот не попасть. Наша реальная сила это 9-10. Дальше как пойдет. Ну, если мы окажемся ниже, значит сезон идет плохо. Интересную одну штуку подсмотрел. Видос англоязычный, где парень разбирал и смотрел такой вопрос. Короче, он утверждает, что если поступить вот так, если вы понимаете, о чем я, смотрите, кого я поставил. Если поставить исполнителем стандартов левого защитника, именно левого защитника, то вне зависимости от качества исполнения стандартов у этого игрока, а мы видим здесь это 8, он отлично проводит сезон, он там разбирал, показывал, хорошую оценку получает, за счет этого и команда лучше начинает играть. И это лучше работает, чем если вы поставите, допустим, кого-то из этих исполнителей штрафных. Там он объясняет, в чем причина. Интересный, на самом деле, видосик, долгий. По тому, как он этот эксперимент сделал и показал, наверное, похоже на правду. Посмотрим. Я вот попробую. Ну, давайте, наверное, не будем оттягивать. Сегодня у нас 2 матча. Надеюсь, что весь сезон мы отыграем, ну, или почти весь, на камеру, на YouTube. И вместе будем смотреть, что у нас происходит, куда, как, чего и почему. Сегодня основа: Мирхофер, Нарти, Лейдж. Давайте подумаем, может мы все-таки здесь кого-то где-то нет-нет, да и поменяем. Так, Бистрович согласен, Стендера, Боуэн, Кравченко, Бородин, Диае. Допустим, но в последнем матче у нас хорошо отыграл Заболотный, и давайте мы ему дадим шанс. На самом деле. И я вспомнил, да, отлично, хорошо, что вспомнил, что в последнем матче у нас Нарти был плох. Но отлично вышел Осифа на замену. Давайте попробуем. В принципе, все увидели. Погнали! Играем на развернутом. И в плюс-минус весь сезон так и будем играть. Лейдж, Осифо, Асифо, Стендера. Бородин как-то очень глубоко опускается. Не стоило бы, наверное. Хорош, Мирхофер. Ах, неплохо получилось, но... Получилось, но не получилось. По мысли было хорошо. Осифо сейчас просто красавчик. Бородин, ну давай передачку. Стендера, Заболотный бежит! Ух, хороший момент. Первая минута. Пока интересно. Я думал, все, влетит, но нет, мимо. Встречайте. Забыл, совсем забыл. Досмотрим момент сейчас. Кравченко про... Ух. Боуэн мимо.
Попробуем их поддавливать дополнительно в атаке. Товарищ в прошлом матче, конечно, блин, в одного там фланг терзал. Мейрхофер, Штендера, Боуэн, Стендера. Товарищ! Блин, да почему сам-то сейчас? Ну, мне такое чувство, вот он вроде все делает хорошо, но все равно не совсем так, как мне хотелось бы. Хорош. Блин, Кравченко. Такой прострел отличный от товарища. Товарищ. Навес. Лейдж, Бородин, Штендера. Вот дай передачу. Хорош, Кравченко. Пенальти? Нет, нет. Вот это да! Сейчас вратарь просто как в дворовом футболе. Испугался и выбил. Зачем нам такой момент показывать, если он вообще ничем не завершился? Кравченко, Штендер, на Кравченко отдай! Ну почему ты не видишь, как он бежит? Да. Многое получается, но как будто бы не получается именно завершать. Ух, как Осипа сейчас просто выгрыз. Мейрхофер. Осипов, блин, он просто какой-то зверюга. Заболотный. Нет. Осипов зверь. Реально зверь. Мне нравится. Если ошибаться не будет, то на пару с Лейдшем будет точно в основе на сезон. Прижали нас. Конечно, опять же, при такой статистике, но объективно мы уже должны там выигрывать 2-0, хотя бы 1-0. Ну, Заболотный, боже, да почему же он такой медленный? Не так там все печально. Боуэн! Да блин, продолжайте играть, а не падайте каждый раз. Да, Осипа, конечно, не пройти так просто. Кравченко, да ёпрст, ну! Сколько моментов надо Кравченко, чтобы забить? Я понимаю, что он все-таки не атакующий игрок объективно. И два игрока потянули руки, показывая, что это офсайд. Никакого офсайда там, конечно же, не было. Но в целом забавно наблюдать за этим. Вамба. Момент у Александрии. Заболотный, Бородин, беги. Нет, не бежится. Я знаю, кстати, что я могу сделать на второй тайм. Вместо Бородина выйдет... Заболотного пока оставлю. Вместо Бородина выйдет Мейрхофер. Зачем ты так залез вглубь? Выйдет...
наш второй нападающий, собственно говоря. Ну, вообще даже первый. Вот так. Оценка у товарища 7,5. Пока то, о чем говорил тот ютубер, работает. Ну, правда, товарищ с учетом его скиллов должен в этой команде, в принципе, так играть. Я все-таки не могу наблюдать вот это количество бессмысленного футбола, честно. Да, вот это навес от товарища. Интересно, он засчитается как удачный, успешный в итоге или нет? Все-таки выпустим профильного игрока по оппозиции. Да, Кравченко не забивает. Ну нет реализации у парня. Отлично. Кейта тоже не в форме. После травмы. А какой момент хороший сейчас выгрыз Диае, но увы. Заболотный. Просто находился в нужной точке в нужный момент. Все. Ну, по статистике мы обыгрываем, конечно, в одну калитку, но результат вы пока видите. Ничего сверхъестественного. Товарищ Заболотный. Стендера, Заболотный, нет. Боуэн! Ох! Это было хорошо. Я прям кайфанул. Смотрим повтор. Заболотный на себя оттягивал одного защитника, и защитник не побежал за Боуэном, оставался при Заболотном, ну и результат такой. В принципе, круто все. Если бы, условно, защитник оторвался, пошел к Боуэну, то оставался бы открытый Заболотный, который мог бы решать. Да, Диае... Ох ты ж, ёшки-матрёшки! Диае и Кейта лучше проявляют себя, чем Бородин и Кравченко. Кравченко все-таки более оборонительный футболист, а Диае более нападающий, чем тот же Бородин. Поэтому вот такой результат сейчас мы видим. Можно дать уже кому-то и побегать. Не помню количество замен, поэтому попробую сейчас. 4 есть точно. Ну, 4 было в предыдущей лиге. Заболотный. Пятерочка было бы вообще, конечно, шикарно. Бистрович. Осифа отыграл просто божественно. 7-6. Кейта. Прострел. Нет. Мирхофер. Сейчас мяч потеряет. Нет. Боуэн. Пока неплохо. Пять замен точно есть. Все, 5 замен. Ну, это круто. 5 замен, это хорошо. Хендвокер, отлично. Хендверкер. Ну вот реально замены, то есть сыграли как усиление.
терзали, 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 и потом вот вышли и дотерзали. Отлично, Заболотный отыграл хорошо, уходит на покой пока что. И пускай побегает Фриденсон. Товарищ с оценкой 8,8. Оценка уровня Заболотного, который там треху положил. Вы только вдумайтесь. Интересно, очень интересно в плане вот эксперимента, который я подсмотрел у одного англоязычного ютубера. Фриденсон. Эфемера даже, наверное, так правильнее будет сказать. Ну, держалась, держалась, держалась Александрия. И, конечно, во втором тайме просто посыпалась. Ну, отлично. А у меня вырисовывается основной состав. Все-таки я нахожу теперь, куда Ndiaye применю. То есть Бородин у меня будет больше, наверное, центрального полузащитника играть. Офсайд. Справа, конечно, все равно это Кейта, Кравченко, это замена. Ух, товарищ, как сейчас выгрыз. Осипа. Ну, Осипа сегодня непроходимый. Товарищ, 9,7. Оценка выше. Ух. Шик, просто шик. На товарища. Осипа будет однозначно основным нападающим, уже все понятно. Основным защитником центральным. На пару с Лейтшем. Ну, по крайней мере, пока так я это вижу, дальше по ситуации. Нарти, к сожалению, ну, слишком много за спины пускал. Непонятно, что с ними не так. Там вроде бы нормальные скиллы, но как-то так. Отличный матч. Игрок матча товарищ с оценкой 10 баллов. 10. Вау. Вау. Поднимаемся мы сразу автоматически в середину турнирной таблицы. Ну, отлично. Вернемся к Ворскле. Возвращаемся, друзья. И матч против Полтавы. Давайте подумаем, кого мы поставим в основу. Есть у меня пару мыслей насчет изменений. Дам я шанс. Не дам. Нет, дам все-таки Хандвокеру здесь отыграть. Мне кажется, он должен хорошо сюда влиться. С его силой, с его скоростью. Ну, в принципе, на таймик. Боуэн под замену, но Боуэн тоже хорош. Мне нравится, что левоногий Мицало все-таки, мне кажется, должен быть. Кравченко убираем, даем Кейта играть. И да, Ndiaye с первых минут. Вот так, я думаю, мы стартуем. Смотрим, что у нас тут. Вот так мы еще сделаем. Погнали. Продолжаем опять же наблюдать за экспериментом по поводу левого защитника. Да, в нашем случае, может быть, эксперимент будет не очень честный, потому что товарищ в принципе топ для этой команды. Но, ребят, в первых 3 играх он не был этим топом, поэтому наблюдаем. Я еще думаю дать ему мячи вбрасывать с аутов с левых. 25 минут, ничего мы пока против Полтавы не показываем на выезде. 30 минут ничего не показываем, это уже грустно. Ndiaye, я знаю, что надо сделать. Дождь идет. Хотя нет. Ничего особо уже не сделать. Товарищ получает по ногам. Вот это грустно. Так,
Так. У нас вопросики. Пока так. Диае, ну да. Плохой, конечно, сейчас был. Вообще очень-очень-очень не кстати. Травма товарища. Прям я буду сильно расстроен, если в таком матче вылетит лучший игрок команды. Так, во втором тайме перейдем на развернутый явно. Ну вот Индия не получается пока ничего. 5 замен это, конечно, благо. Ну ладно, пока так, не будем ломать ничего. Плюс-минус равный какой-то футбол мы видим. И отлично! Осифа забивает свой первый гол с передачи Хэндвокера, который, в принципе, тоже часть эксперимента по поводу левого защитника. Шикарно. Чарпентьер какой-то там играл против Хэндвокера, но наш игрок перевисел и сделал все красиво. Меняем за Болотного. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пока я смотрел, ну офсайд, ладно, надежда есть. Эй-эй-эй, Хэндвокер, твой игрок. Я вспомнил, что я всегда забываю. Это очень грустно. На самом деле, вот мы сейчас открыли случайно одного футболиста, и весьма неплохие парни. У Полтавы. Мы видим, там много иностранцев. Ой-ой-ой-ой-ой, что же нам забили? Гол красивый, но настолько несправедливый, наверное. Хотя почему несправедливый? Ну, просто случайный. Да. Боуэн вышел и провалился. Что с ним не так? Что пошло? Да, развалилась наша команда. Левый защитник, Хэндвокер, через него забивает нам гол. Вот это то, чего я не ждал прям. Прям не ждал я такого, да. И от Хэндвокера в том числе, ну, хороший левый защитник. Но вы видите. Мало того, что он Хэндвокер, он еще и вратаря обыграл. Ну, красиво. Вопросов нет. Надо признавать, когда соперник... Первый гол забили шальной, конечно, но второй по делу, к сожалению. Боуэн, Хэндвокер, Бородин. Да. Не все клеится в нашей команде, к сожалению. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите на статистику. Нас разобрали просто во втором тайме. Вдруг почему-то. Да. Неожиданно. Ну, как есть. Да, блядь, разберитесь вы. Осифа и
Да, разобрали. Просто разобрали. Ну и такое бывает. Нам в этом сезоне ни раз, и не два, и не три еще терпеть поражение. Как есть. К сожалению. Ну, понятно, Бородин головой играет. Это удивляюсь каждый раз только, что он вообще эти мячи выхватывает. Потому что это прям, ну, не его. Что сейчас сделал Хэндвокер? Да, травма товарища как будто бы сломала всю игру, плюс мои какие-то попытки тактические изменения сделать, по-моему, только ухудшили всю ситуацию. Ну, как есть, как есть. Да. На этом, друзья, будем прощаться и до новых встреч в следующих матчах. Думаю, сезон будет непростой. Всем спасибо, до новых встреч.